Всем привет! Меня зовут Лера, и сегодня я расскажу, как передавать новые данные из Gmail в Trello. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые письма из Gmail в другие системы. Например, через Trello вы можете создавать карточки на основании новых писем, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Gmail. Теперь необходимо указать действие «Загрузить письма. Новые». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к системе Apex Drive. Введите свой email и пароль. Далее необходимо поставить все галочки для доступа и предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь укажите папку вашей почты, из которой будет происходить выгрузка писем. Например, папку входящих писем Inbox. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные по одному из ваших писем. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо перейти в настройки приема данных. В качестве системы выбираем Trello. Далее необходимо указать действие «Создать карточку». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Trello к системе Apex Drive. Введите email и пароль от вашего аккаунта в Trello. Далее предоставьте разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Trello. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь выберите доску и список, в который будут попадаться все новые письма. Далее вы видите поля Trello для создания новой карточки. В эти поля вы можете назначать переменные из Gmail. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в поле и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter.
Когда все необходимые данные назначены в поля, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в Trello в виде новой карточки при каждом новом письме из Gmail. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Trello». После успешной отправки переходим в Trello, чтобы проверить результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе настройка приема данных в Trello успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!